Всем здравствуйте, друзья мои! Вы на канале Вязание. Для тех, кто посетил мой канал впервые, меня зовут Анна. Как и обещала, сегодня я к вам с носочками, которые я буду вязать методом Helix. Метод Helix. Что же это за носочки? Многие, наверное, из вас знают, что сейчас очень многие вяжут такие носочки. И я не стала исключением. Итак, девочки, что же такое Helix? Helix – это вязание по спирали. Вяжутся носки очень легко. Единственная проблема может изначально застопорить, когда начинаешь, да, вязать. Для начинающих вязальщиц это когда мы делаем клин подъема, так как мы делаем убавочки. Но у меня тоже была такая проблема первый раз, а потом все пошло как по маслу, и сейчас я вяжу и на чулочных спицах, и также методом Magic Loop. Но сегодня я буду показывать вязание именно на чулочных спицах. Основную ниточку я беру обычную Alize Super Wash. Это у нас 420 метров в 100 граммах. Также носочная пряжа. Я буду вязать резиночку, пяточку и мысок только белой пряжей. И также по кругу у меня будут полосочки именно этой белой пряжи. Вторую ниточку дополнительную я возьму вот эту. Кто смотрел мой предыдущий ролик, знают, откуда она появилась, вернее, как она появилась. Такая вот цветная нить с такими вот различными секциями. Это пряжа ручного крошения. Если кто желает, может посмотреть предыдущий ролик. Я вам оставлю подсказочку. Я сама в первый раз красила, и вот то, что у меня получилось. И теперь я хочу связать, добавить, вернее, вот эту ниточку в носочки Helix. Вот у меня образец. Вот так вот выглядит в полотне. Ложатся петельки, да, различные секции цветные. Но посмотрим, что будет именно в носочках Helix. Резиночку я уже отвязала. На свой размер 38 я набрала 64 петли и плюс 1 петля для замыкания в круг, то есть 65 петель. Затем распределила на 4 спицы. У меня получилось по 16 петель на каждой из 4 спиц. Затем замкнула вязание в круг. Вот у меня начало, да? Замкнула вот здесь вязание в круг и пошла вывязывать резиночку. Резиночку первый ряд мы вяжем просто лицевую изнаночную за правую стеночку, а со второго ряда и все последующие ряды я вязала лицевая скрещенная и изнаночная. Изнаночную вяжу обычную. Лицевая скрещенная, то есть мы ее провязываем не за правую стенку, как положено, да, а за левую стеночку. Тем самым петелька у нас вот таким образом скрещивается, да, и такая интересная вот получается красивая резиночка. Высота манжеты или резинки, как мы говорим, может быть разная. Это зависит от, опять же, от ваших предпочтений. Я обычно всегда вяжу высоту резиночки в 14 рядов. Итак, провязала я 14 рядов. Теперь следующий ряд, то есть 15, я просто провязываю лицевыми петлями. Так, закончили вязать лицевой ряд. Теперь начинаем вязание самой спирали. Вязание, вернее, по спирали. Так, смотрим, девочки. Основной нитью, у нас это нить белого цвета, провязываем 3 петли 3 спиц. Первая, вторая, третья. То есть мы петли 4 спицы провязывать не будем. Именно вот этой основной белой нитью. Итак, провязываем лицевыми петлями только петли 1, 2 и 3 спицы. Так, девочки, провязали основной нитью 3 спицы.
от начала вязания. Первая, вторая, третья. Все, останавливаемся. Теперь мы петли 4 спицы пропускаем и вводим новый цвет, то есть дополнительный цвет. И этим дополнительным цветом мы сейчас будем с вами провязывать 2 спицы. Это первую и вторую спицы. Петли первой и второй спицы. Так. Поначалу ниточки будут путаться у нас, но затем я покажу, как я делаю. Итак, вводим новую нить цветную, дополнительную, и провязываем петли первой и второй спиц. И далее мы будем вязать. В чем и заключается суть вязания. Каждым цветом будем провязывать петли всего лишь 2 спиц. И у нас между двумя этими цветами, основным и дополнительным цветом, будут не провязанные петли одной из спиц. И таким образом мы будем вязать по спиральке. Так, сейчас я вот довяжу до конца петельки второй спицы и покажу, о чем я вам говорю. Так, готово. Вот смотрите, ввели мы дополнительную, так кончик вывожу наружу. И что у нас получается? Вот у нас дополнительная нить. И вот у нас спереди, да, ближе к нам, основная нить. И между ними, видите, не провязанные петли одной спицы. Все, провязали. Теперь откладываем в стороночку. Я обычно клубочек вправо откладываю. И перехожу на основную нить. И провязываю этой основной нити петли 2 спиц. Здесь уже даже нет разницы, какая это спица, первая, вторая, третья или четвертая. Просто вяжем петельки, каждой из нитью петли 2 спиц. Итак, вот одну я провязала спицу, вернее петли 2 спиц. И вот я перешла уже, видите, на цветную нить, на дополнительную. Можно провязать ее, можно просто снять, как бы, знаете, минимизировать эту ступеньку, когда мы вводили новую нить, ступенечка будет все равно видна. Вот она у нас будет только здесь видна, и видна будет внизу, когда мы у мыска уже закончим вязание. Так, сейчас я ее подтяну чуть-чуть петельку. Так, все, провязала я основным цветом 2 спицы. Остановилась. Посмотрите, видите? У нас между двумя цветами петли одной из спиц. Теперь мы откладываем основную нить и берем дополнительную. И дальше провязываем также петли 2 спиц. Вот в этом и заключается метод Helix. Все, довязала. Вот у нас, видите, 2 нити, дополнительная и основная. Между ними не провязанные петли одной из спиц. Дополнительно убираем в сторонку, чтобы у нас ниточки не путались. И приступаем к основному цвету. Так, я дальше вяжу петли 2 спиц основной нитью. Смысл заключается вот именно в этом. И чтобы вы не запутались, петли
допустим, дополнительной нити я провязываю петли основной нити. Вот цветные петельки я провязываю белой нитью. А петельки белые я буду провязывать цветной нитью. Вот как бы вот это тоже такой, знаете, как бы помощник вам. И таким образом по спиральке, провязывая по 2 спицы каждой из наших нитей, мы вяжем с вами поголенок в высоту, которая вам необходима. Здесь, конечно, очень сложно считать ряды, поэтому вот я, допустим, считаю полосочки. Все, остановилась. 2 спицы, петли 2 спиц я провязала. Вот у меня 2 ниточки. Откладываю основную, перехожу к дополнительной и вяжу дальше. И таким образом, девочки, вяжем дальше. Я ориентируюсь по счету на цветные полосочки. То есть в среднем где-то я провязываю 20 цветных полос. Чтобы у меня было 20 полосочек, 22. Но здесь уже зависит от того, какой высоты, да, вы хотите свой поголеночек. Кто-то любит покороче, кто-то любит подлиннее, а кто-то вообще любит гольфы. Так что, девочки, здесь уже от ваших предпочтений все зависит. Так, ну все, сейчас я вот довязываю последние петельки второй из спиц, которые я должна была провязать дополнительной нитью. Вот я провязала. Вот у меня 2 ниточки. Откладываю цветную, перехожу на основную и так далее. Вяжу вот петли цветной нити, я провязываю белой. Затем перехожу, пропускаю одну и петли белой провязываю цветной. И вот так далее по спирали мы с вами движемся. Вот уже что-то вырисовывается, видите? И по спирали мы с вами движемся и вяжем поголеночек на необходимую вам высоту. Отвязала я свой поголеночек необходимой мне высоты. Итак, вот у меня 20 цветных полосочек. Последние, так как мы с вами вяжем пяточку на петлях 4 и 1 спиц, последние 2 спицы провязаны основным цветом. Так как я буду вязать пяточку основным цветом, это у меня петли 4 и 1 спиц. Дополнительная ниточка, посмотрите, где у меня находится. Вот на середине, после 2 спицы. Вернее, после петель, да, 2 спицы. Мы провязали, у нас осталась дополнительная. Все, потом пропустили петли 3 спицы и петли 4 и 1 мы провязали основной нитью. Все, теперь вывязываем пятку. По сути, это у нас с вами 1 ряд. Теперь я начинаю отсчет, разворачиваю вязание и вяжу петли пяточки следующим образом. Ну, я вяжу так, как я вяжу. Вы можете вязать по-своему. Я на изнаночной стороне 1 и 2 петли снимаю, а затем провязываю все петельки изнаночными, а последние 2 петли также снимаю. Итак, вот я провязала петли 4 спицы. И смотрите, у меня осталось 2 петельки, я их просто снимаю нить перед работой. То есть я буду формировать краешек, которому шнуром айкорд. Мне так нравится. Вы можете, в принципе, вязать так, как вам больше нравится пяточка. Итак, еще я перекинула петельки на 1 спицу. И с 2 спицей я буду вязать. Итак, по лицевому ряду, каким образом вяжу я? Первые 2 я просто провязываю лицевыми петлями. Первые 2 петли. Так, подтянуть петельки.
первая, вторая у меня просто лицевая. Затем я вяжу следующим образом. Лицевая, снимаю петлю, лицевая, снимаю. И так до конца ряда, не довязывая последние 2 петли. Последние 2 петли я провязываю полностью лицевыми петлями. Итак, вот осталось у меня 2 петли, я их провязываю лицевыми. Далее разворачиваю вязание. Вот клубочек цветной нити дополнительной, чтобы нам не мешался, вот в стороночку мы его убираем, я вправо у меня справа не мешает. Слева у меня основная нить. И по изнаночной стороне также первые 2 петли я снимаю, а остальные провязываю изнаночными петлями. Итак, вяжем изнаночные по изнаночной стороне. Последние я первые 2 и последние 2 снимаю. По лицевой стороне первые 2 и последние 2 провязываю лицевыми, а остальные вяжу в следующем порядке. Лицевая, 1 петля лицевая, следующую я снимаю, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. И так вот вяжу высоту пяточки. Для начинающих вязальщиц какая же должна быть высота пятки? Смотрите, высота пятки варьируется от количества петель на ваших спиц. Если у меня здесь на одной спице 16 петель, то высоту пяточки я вяжу 32 ряда. Если у вас на спице 15 петель, то высоту пяточки вы вяжете 30 рядов. То есть вы увеличиваете в 2 раза. Почему? Это нам нужно для того, чтобы после того, как мы с вами отвяжем стенку пятки, потом чашечку пятки, нам необходимо надо будет компенсировать вот эти петельки, на которых мы связали пятку, и набрать справа и слева по стенке пятки такое же количество петель, как у нас на спицах. Поэтому мы увеличиваем свое количество в 2 раза. Так, итак, вяжем стеночку пятки. Стенка пятки готова. У меня отвязано 32 ряда. Далее я вяжу чашечку пятки. Для этого я все петельки, не все петли, а стеночку пятки разделила на 3 части. Теперь мне необходимо поделить все количество петель на 5. Для чего? Для того, чтобы распределить петли для вязания пяточки подковы, да, для вязания именно чашечки этой пятки. Справа и слева части, которые у нас идут, часть справа и часть слева, на эти части я отдаю по 2 части, которые мы получим от деления на 5 частей. И 1 часть я отдаю на центр. Вот смотрите, у меня 32 петли. Если разделить на 5, это у меня будет по 6 петель и плюс 2 петельки останется в запасе. Эти 2 петли я отдам на центральную часть. То есть у меня будет изначально по 2 части слева и справа. Это 6 на 2 по 12 петель. И 1 часть по центру 6 петель. Но у меня еще 2 петли. И вот сюда я отдаю 2 петли. И по центру у меня будет 8 петель. Итак, справа часть у меня 12 петель. Центральная часть 8 петель. И слева часть также 12 петель. Вот эти крайние части, количество петель должно быть одинаково. И также количество петель должно быть четное. Поэтому я отдала эти 2 петли
на центральную часть. Итак, приступаем к вывязыванию чашки пятки. Провязываю 12 петель, то есть вот до маркера я уже выделила, видите, все части маркером для удобства, да, для начинающих. Так-то я вяжу без маркеров, то есть по счету петель. Но так как я вам это все показываю, конечно же, я выделяю эти части маркером. Итак, 12 петель провязала, маркер снимаю. Нет, кстати, маркер этот мы еще оставим, он нам понадобится по изнаночной стороне. Далее я вяжу петли центральной части. У меня 8 петель, но я провязываю только 7. Итак, провязываю 7 петель центральной части. Пяточка подкова очень удобная. С недавних пор я сама пользуюсь только именно вот только этой пяточкой подковой. Итак, смотрите, петелька у нас осталась. Сейчас мы ее переснимем. Маркер уберем, он нам больше не нужен. Петелечку возвращаем. И вот эту последнюю петлю центральной части провязываем вместе с петлей, с первой петлей левой части. Провязали 2 вместе и сразу же провязываем еще одну петлю. Разворачиваем вязание. Так, ниточки мои, чтоб не запутались, убираем. Далее провязываю петли центральной части, не довязывая одну петлю до маркера. Мы его уберем сразу и дальше уже пойдем вязать без маркера. Итак, провязываю петельки по изнаночной стороне. Вот у меня осталась одна петля перед маркером. Петлю переснимаю, маркер убираю, петельку возвращаю. Итак, это у нас петля центральной части. Мы эту петлю провязываем с первой петлей следующей нашей крайней части. Провязали 2 вместе изнаночной и сразу же еще одну петельку изнаночной провязываем. Разворачиваем вязание и движемся по лицевой стороне. Первую снимаем, далее провязываем все петли центральной части, не довязывая последнюю одну петлю. Ее очень хорошо видно. Вот она, видите, здесь получается вот такая вот как бы дырочка. Вот петля у нас с вами, последняя петля центральной части. И подхватываем петлю, первую петлю с крайней части. Провязали 2 вместе и следующую петлю провязываем лицевую. То есть помимо того, что мы провязываем 2 петли вместе, мы еще прихватываем одну лицевую петельку, либо изнаночную, или если это изнаночная сторона. Так, то же самое вот по изнаночной стороне. Провязываем все петли центральной части. Первую обязательно снимаем. Итак, провязали, не довязывая одну петлю. Вот у нас одна петля. И ее провязываем вместе с первой петлей крайней части. И следом еще одну петельку. Разворачиваем вязание. И таким образом провязываем по лицевой стороне, захватывая по 2 петельки, да, мы должны практически провязать. И также по изнаночной стороне. Вяжем чашку пятки. Готова чашечка пятки. Вот такая интересная получается чашечка. Итак, после всех убавлений у меня на спице осталось 20 петель. И сейчас, после того, как мы провязали, сформировали с вами чашечку пятки, будем поднимать петли по краю стенки пятки, вот слева и справа по стеночке пятки. Для подъема нам необходимо количество петель, которое у нас с вами изначально было на каждой из спиц. У меня это 16 петель. То есть я должна поднять 16 петель. Поднимать мы будем из
вот этой кромочной дорожки. У меня это как полый шнурочек, да, получился, так как я снимала петли в изнаночном ряду и провязывала лицевыми в лицевом ряду. Провязываем петли чашки. Также переходим мы снова с вами на 5 спиц. Итак, у меня 20 петель, я провязываю сначала 10. Раз, два, три. Вешаю маркер. Это у меня будет начало ряда. Следующие 10 петель. Это будет такой вспомогательный ряд. Мы будем поднимать петли по краю стенки пятки. Так, 10 петель я провязала. Все. Теперь поднимаю из косички, которую я вам уже показала, за каждую петлю, то есть сразу под 2 дужки. Я поднимаю 16 петель. Итак, вот у меня первая косичка. Вот это. Подхватываю 2 дужки и вытягиваю петлю. Следующая петелька, 2 дужки и вытягиваю петлю. И так поднимаю 16 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 16. Все, 16 петель я подняла. Теперь смотрите, вот у нас лицевая петля. Так, как бы вам показать. Вот эта лицевая, вот у нас идет, если дорожку, да, смотреть лицевых петель, вот у нас лицевая петля. Раз, потом следующая дорожка 2 и следующая уже у нас на следующей спице. Но вот этой дорожки, лицевая петля из этой дорожки у нас ушла на кромочную. И я всегда, чтобы не потерять эту дорожку, я всегда поднимаю еще одну петельку. То есть у меня получается на одну петлю больше. Все, подняли. Переходим на вязание следующих спиц, петель следующих спиц. Теперь смотрите, девочки, вот у нас, не забываем, мы вяжем с вами хеликс, да? У нас между двумя нитями должны быть не провязаны петли одной спицы. Вот как раз мы набрали, мы основную нить откладываем, пропускаем петли следующей спицы и переходим вязать на дополнительную нить. Провязываем дополнительной нитью петли. Это у нас получается уже 3-я петля, да? 3-я петли 3-й спицы. Так, провязываем их. Все. И этой же дополнительной нитью поднимаем петли вот с этой стенки, как с этого края, так скажем, да? Не с этой стенки, а с этого края. И также я вот здесь, видите, у нас идет дорожка, вот она, а вот это вот лицевая у нас петля, вот она лицевая петля, ушла в кромочную, вот дорожка лицевых петель. И вот я, чтобы ее не потерять, чтобы это все как бы в полотне красиво выглядело, я поднимаю еще одну дополнительную петлю. Ой, кот у меня там кричит. Все, а затем начинаю поднимать петельки за стенки кромочных петель. 16 петель я поднимаю. Раз, два,
Подняли 16, еще плюс 1 петелька, еще плюс 16 я подняла. Итого у меня 17 петель. Далее провязываем петли от стеночки чашки, от самой чашки пятки. Так, у меня тут прям сильно очень плотно. У меня 10 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, девочки. Это у меня маркер начала ряда. Я его прикрепила, чтобы ориентироваться. Все, провязали дополнительной нитью петли 2 спиц. Одну спицу мы провязали, второй спицей подняли петельки по краю стенки пятки. Теперь убираем дополнительную нить в сторонку, так как у нас, смотрите, все, мы должны переходить уже на основную нить, на основную белую нить. Итак, белой нитью основной я провязываю петельки 2 спиц, петли 2 спиц. Провязала, вот у нас дополнительная, видите, петли одной спицы должны быть у нас не провязаны. Это как раз у нас стенка, те петли, которые мы поднимали по краю стенки чашки. Итак, переходим с вами на первую спицу. И вот здесь будем начнем делать убавление. Итак, провязываем все петли спицы, не довязывая 3 петель. Как обычно, на первой спице мы делаем убавление 2 петли с наклоном вправо, а на третьей спице в начале, на четвертой спице в начале четвертой спицы делаем убавление 2 петель с наклоном влево. Итак, вот довязала я, у меня 3 петли осталось, 2 петли провязываю вместе с наклоном вправо, лицевая, провязали. Далее вяжем петли следующей спицы. Так, довязали петельки дополнительной нитью, клубочек убираем в сторонку, пропускаем петли следующей спицы не провязанной и переходим на основную нить. И как раз мы вышли с вами на 4-ю спицу. Вот здесь вот можно уже и взять счетчик рядов. Это у нас с вами первый ряд, первое убавление. Убавление делаем через ряд. То есть первый ряд мы убавляем, следующий ряд провязываем лицевыми. Но здесь очень будет сложно сориентироваться, поскольку мы не полностью же круг проходим, а как бы всего лишь полкруга. Вот здесь надо быть внимательным с этими убавочками. Итак, в начале 4-й спицы провязываем первую лицевой, а 2-ю и 3-ю провязываем вместе, петельки разворачиваем и провязываем вместе с наклоном влево. Дальше все петли вяжем лицевыми. Петли 4-й спицы, да, в данном случае, и петли 1-й спицы также вяжем лицевыми. Немножко, да, вот здесь загвоздка, а так, вот так по кругу играем в догонялки, то есть один цвет догоняет другой. Так, петли провязали и переходим на, вот здесь смотрите, это у нас уже 1-я спица, где в конце мы делали убавочку. Сейчас мы будем провязывать, в прошлом ряду мы сделали убавку в нечетном, да, сейчас мы будем провязывать здесь лицевые, все будем провязывать лицевыми, то есть у нас четный ряд. Так,
Вяжем все петли лицевыми. Все очень легко. Кстати, вот пряжа, вот эта Alize, да, супервош носочная. Если вы заметили, что полотно у моего носка какое-то такое корявенькое, да? Но не расстраивайтесь, кто увидит, что это так, сразу откажется. Нет, да, видно, видите, полотно такое корявое, не очень красивое. Вот. Но после того, как вы постираете, проведете влажно-тепловую обработку, все будет очень даже замечательно. Итак, девочки, все. Провязали основной нитью петли 2 спиц. Берем теперь дополнительную клубочек к себе. Петли следующей спицы пропускаем. И переходим на... У нас переход идет на 3-ю и 4-ю спицы. Провязываем петли 3-й спицы. Итак, петли 4-й спицы, вот где мы с вами делали в прошлом ряду убавку, вернее на прошлом круге, да, здесь мы провязываем просто лицевыми петлями. Все это провязываем мы с вами уже петли 2-й спицы дополнительной нитью. Так, все, заканчиваем и переходим сейчас на основную нить. Видите, как быстро это все происходит. Дополнительно убираем. Смотрите, вот здесь мы пропускаем петли нашей 1-й спицы, где мы по сути должны были сделать убавочку, но мы ее сделаем убавку только в следующем, уже по следующему кругу. Итак, вот мы провязываем сейчас, пропускаем петли 1-й спицы, основной нитью провязываем петли 2-й и 3-й. И дальше мы пропускаем опять же петли 4-й спицы. Так что не переживайте, уже со следующего ряда будет убавка. Так что здесь вы не должны запутаться, я так думаю. Все, девочки. Теперь мы с вами вяжем по кругу, делая убавки, формируя клин подъема. То есть убавочки вы поняли, надеюсь, да, как я вам сказала. Вот в каждом для себя отмечайте вот эти вот четные ряды. Вот мы сейчас провязали, по сути, в 1-м ряду сделали, отметили 1-й ряд, убавку в 1-м ряду, 2-й ряд нечетный провязали, то есть лицевыми петлями. 3-й, смотрите, как бы мы его пропускаем, я его поэтому не отмечаю. А вот следующий ряд я уже начну отмечать как 3-й. То есть буду опять же делать убавочку, потом опять провязываю лицевой. И вот смотрите, вот здесь вот, да, есть такой момент, можно немножко запутаться, но будьте внимательны. Когда сформируете клин подъема, то есть мы делаем убавочки до тех пор, пока у нас на 1-й и на 4-й спицах не останется такое же количество петель, как на 2-й и 3-й, да, у меня это 16 петель. Вот как останется у меня 16 петель, все, я прекращаю делать убавки и дальше вяжу саму стопу вот так же по кругу, догоняя пряжу одного цвета, пряжей другого цвета, да, вот такие вот догонялки. И вяжем по кругу до мыска. У меня это приблизительно будет где-то полосочек 30, 32, 34. Это вот я именно считаю только цветные полосочки. Вот. Вы можете примерять, конечно же, примерять. И обычно мысочек мы начинаем с того места, когда уже полотно прикрывает мизинчик. И затем мы встретимся с вами и начнем вывязывать мысок. Ну вот, отвязала я свою стопу на нужную мне длину. Вот что у меня получается, девочки.
Такой интересный. Яркие такие цвета получаются, радужные, да, действительно. Так, теперь смотрите, девчата, на чем я остановилась. Так, ниточку сейчас я распутаю. Я остановилась на дополнительной нити. Вот она, у меня дополнительная нить. И вот у меня основная нить. Основная нить заканчивается на первой спице. Дополнительная нить заканчивается на 4 спице. Теперь я вот здесь по центру, это у нас начало вязания, я обрезаю цветную нашу дополнительную нить, оставляю кончик для того, чтобы мне закрепить по изнаночной стороне. И продолжаю вязать нашей основной нитью. Основной нитью я провязываю полный круг. То есть первая спица у меня же есть, вторая, третья и 4. И вот здесь я остановлюсь. Это у нас начало вязания. Ну, у меня, в принципе, начало вязания по центру идет. Так, маркер сюда. Сейчас я его аккуратненько перенесу. Все. Теперь я продолжаю вязать по кругу до начала вязания основной нитью. Основная — это у меня белая нить. Провязала ряд, закончила я вязать ряд основной нитью. Уже путаюсь, основная, дополнительная. Так, теперь я приступаю к вывязыванию, к формированию, вернее, мыска. Мысок мы будем формировать следующим образом, путем убавлений. В конце 1 и 3 спицы и в начале 4 и 2 спицы. Каким образом я это делаю? Итак, хочу сразу предупредить. Я вывязываю мысок так, как я вяжу. Вы, в принципе, можете вязать так, как вы вяжете. Итак, я буду делать убавки 6 раз через ряд. То есть в нечетном ряду делаю убавку, в четном ряду провязываю лицевую. И потом 5 раз я сделаю в каждом ряду. А оставшиеся петельки, я сошью методом петля в петлю. Итак, беру счетчик рядов, первый ряд. Провязываю все петли первой спицы, не довязывая 3 петли. Так, вот у меня осталось 3 петельки. 2 петли я провязываю 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая. Перехожу на вторую спицу. На второй спице я провязываю, делаю убавочку в начале спицы. Так, подтягиваем петельки. Лицевая первая петля, затем 2 петли вместе с наклоном влево. Я делаю протяжкой. Далее до конца вяжу все петли второй спицы. Далее перехожу на петли третьей спицы, вяжу петли лицевыми, не довязывая до конца спицы 3 петли. Не довязываю 3 петли, 2 петли провязываю вместе с наклоном вправо, лицевая петля. Перехожу на 4 спицу. На 4 спице я убавление делаю в начале спицы. Первая лицевая, затем 2 вместе с наклоном влево. И до конца вяжу все петли лицевыми. До конца имеется в виду петли 4 спицы. Это был первый нечетный ряд. В четном ряду я все петли провязываю лицевыми. Все. В следующем ряду, во втором в четном, все петли провязываю
лицевыми. И так я делаю 6 убавок через ряд. Затем в каждом ряду я буду делать 5 убавок. То есть в каждом ряду я буду убавлять в конце первой и третьей спицы и в начале второй и четвертой. Так, девочки, вот я довязываю свой последний ряд с убавочками. На первой спице сделала убавки, у меня осталось 5 петелек. Перешла на вторую спицу, делаю убавочку с наклоном влево, подтягиваю. И смотрите, я сразу перехожу на 2 спицы, чтобы нам было проще затем сшивать. То есть петли третьей спицы я перекидываю на, получается, это у нас вторая, да, спица. Перекидываю на вторую спицу. Сразу делаю убавочку. И у меня остается 10 петелек. Все, разворачиваю вязание. И сейчас вот эти две избавлюсь от 2 спиц, перекину на одну спицу. Вернее, провяжу сразу на одну спицу. Все. Так, 4-я спица. Делаем убавочку в начале с наклоном влево. Подтягиваю петелечки. Так, все. Дошли до конца ряда. И петли первой спицы просто провязываем лицевые, так как мы уже здесь сделали убавки. Провязываем лицевыми петлями. Все. Вот у нас осталось, вернее, у меня осталось 20 петель. Из 64, которые я набирала, у меня осталось 20 петелек. По стопе по нижней части 10 петель и по верхней части тоже 10 петель. Теперь обрезаем ниточку, так, сантиметров 15-20, потому что мы ее еще будем заправлять. Все. И берем иголочку. Иголочка у меня обычная металлическая, с широким ушком и с тупым кончиком. Продеваем. И разворачиваем. И начинаем сшивать методом петля в петлю. Так, ввожу снизу в нижнюю петлю. И снизу в петлю на второй спице. То есть если смотреть вот здесь у нас спереди, да, на первой петельке у нас как бы лицевые петли, а на второй петле это у нас визуально как бы смотрятся изнаночные, да. Все, возвращаюсь на первую, сверху вниз. Так, чуть-чуть неудобно мне. Снимаю петлю и сразу же сверху вниз во вторую. Переходим на нижнюю, вернее, даже не знаю, как обозначить. Нижняя, передняя, задняя спица. На вторую будем считать, первая и вторая спица. Итак, сверху вниз и подхватываем петельку за правую стеночку снизу вверх. Аккуратненько подтягиваем. Возвращаемся на первую, снизу вверх, сверху вниз под правую стеночку. Подтягиваем, сверху вниз, снизу вверх. Такая ювелирная работа. Подтягиваем, сильно не затягиваем, но и слабо также не оставляем. Снизу вверх, сверху вниз. Подтянули, сверху вниз, снизу вверх. Подтянули,
И наш носочек будет готов. Так, сверху вниз, снизу вверх и подхватываем. Сверху вниз, снизу вверх. Все. И вот такой, вернее, мысочек у нас с вами получается. Вот такой вот, видите, как аккуратненько легли петельки. Все, теперь ниточку, не переживайте, что вот эта часть торчит, да, вы ее сейчас выведете ниточку на изнаночную сторону, подтянете, и это как бы уйдет туда. А после ВТО петельки расправятся, и все будет у вас великолепно. Ну вот, девчата, все. Прячем ниточки по изнаночной стороне. Вот такой интересный расцветки получается носочек. Итак, девочки, смотрите, вот такой носочек. Корявый, неказистый, да, кажется. Но это вот от пряжи Alize. Сразу хочу, да, я вам уже об этом говорила, но еще раз хочу предупредить, кто пролистнул тот момент, где о чем я говорила по пряже Alize Superwash, что в процессе вязания, да, вот такие вот неровные петелечки получаются, как бы корявистые. Ну вот смотрите, да, такой страшненький носочек получается, корявый весь. Но после того, как вы проведете влажно-тепловую обработку, все становится на свои места, петельки выравниваются, пряжа становится мягенькая. Ну вот поверьте мне. Сейчас я спрячу кончики, проведу ВТО и вам покажу, какой носочек, как он преобразился и как он выглядит после влажно-тепловой обработки. Итак, девочки, пока я сушила свой носочек первый, я успела связать уже второй носочек. И как я и обещала вам, сейчас я покажу, какие чудеса творит влажно-тепловая обработка. Да? Вот как я вам показывала предыдущий носочек первый, который мы связали с вами. Посмотрите, какой он корявый весь. Да, очень такой нереспектабельный вид, ну очень даже некрасивый, да, и некоторые вот действительно бросают пряжа, ой, нехорошая, плохая пряжа, как я вам еще раз говорю, основная ниточка была у меня Alize Superwash, вот такой вот, смотрите, эффект не очень такой красивый нам дает. Но после влажно-тепловой обработки, вот у меня это второй носочек, я отвязала. И теперь показываю вам первый носочек. Итак, внимание. Вот, посмотрите. Небо и земля. Согласитесь со мной? Как выглядит носочек после стирки, после того, как он высох. Причем, опять же, здесь играют роль большую блокаторы, именно сушка на блокаторах, потому что влажный носочек одевается на блокатор, растягиваются все петельки. Посмотрите, видите, какое великолепие получается. Так, сейчас я вам вот так покажу. Потому как некоторые спрашивают, обязательно ли делать влажно-тепловую обработку? Несомненно. Вот здесь яркий пример этого, что влажно-тепловая обработка дает очень многое. И особенно сушка на блокаторах. Если у вас нет своих блокаторов, вернее фабричных, да, блокаторов, то их можно изготовить своими руками. Взять толстый картон, вырезать вот по носочку, даже там купленному, да, или как тот носочек, который у вас вот прям очень хорошо получился. И потом одевать влажный носок
на этот блокатор. Итак, снимаю я с блокатора. Вот, посмотрите, что у нас получается. Конечно, явная разница, да? Носочка, который у нас высушен, проведен ВТО, влажно-тепловая обработка проведена, и носочек высушен на блокаторе. Такой носок, посмотрите, на него просто приятно смотреть самому, нежели там дарить или на продажу, особенно кто занимается вязанием на продажу, конечно же, только вот так вот их надо и сушить. Практически вот этот носочек у меня сушился где-то примерно 5 часов. Так как сейчас весна, в доме тепло, температура 20 градусов, так что при комнатной температуре это вот сушка где-то примерно 5-6 часов. Еще раз напомню. Кстати, девочки, хотела же с чего начать. С того, что посмотрите, вот какие переходы у меня получились. Да, вот такая вот радужная конфетка. Я помню, как-то дети, когда были у меня маленькие, это 90-е годы, и всегда в парках продавали такие карамельки на палочке, леденцы. Вот такие вот они были в круговую, вот такие, разных цветов, вот такие вот радужные. И почему-то вот у меня такое название карамелька засело. И вот, наверное, эти носочки буду называть карамелька. Вот в сочетании с белой пряжей вот такое вот получилось яркое радужное сочетание. Итак, девочки, на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления, чтобы всегда быть в курсе моих событий. Пока-пока, до новых встреч!